Давай еще тут пойдем. Там много карт. Пойдем. В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как я живу в Корее. 10 лет, как я уехала из Москвы. И, вернувшись сейчас спустя столько времени, я почувствовала, что не знаю больше, как жить дома. Привет, меня зовут Света. Все это правда, только видео с прошлого года, когда меня занесло в Россию в августе аж на целый месяц. Потому что, как оказалось, делать загранпаспорт по месту регистрации куда быстрее и менее проблематично, чем по месту жительства, где бы оно ни было. Когда я занялась этим вопросом в Корее, оказалось, что в посольство просто так не подойдешь. Надо вставать в электронную очередь, а так как у них на сайте все через одно место, на какую-то конкретную дату забронировать время невозможно, и надо вставать в очередь на очередь. Причем развели они целый цирк из этого. Мало того, что это очередь на очередь, она еще и с присыпкой конкурентности, мол, заходите на сайт каждый день и нажимайте «Подтвердить», таким образом показывая, что ваша заявка актуальна. А я просто хочу воспользоваться своим гражданским правом и сделать себе паспорт. Я не хочу никаких конкурсов, паспорт это серьезно все-таки. Я все, это последнее, на что я гожусь. Тут скелет. Это он тут смеется. Хорошо, не буду. Серьезно, этот скелет на машине едет. Куда? Куда? А откуда? Из Исландии, он в Исландии. Промаявшись месяца 2 в ожидании, я не выдержала и взяла Джуна и полетела в Москву, где тут же зарегистрировалась на госуслугах и на следующий день уже пошла и сдала документы. И вот прямо с госуслуг началось мое возвращение в жизнь в родных краях. Конечно, я за 9 лет летала, но не было возможности вникнуть именно по-бытовому. А тут оказалось, что и карточками в метро платить можно, да и метро, ого-го, какое стало. И цены выросли в 2 раза, хотя зарплаты тоже. Поменялось мышление с «да я подожду до открытия метро» к «вызову такси». Красная площадь утопает в зелени, я подсела на Бамбл, искала его везде и находила даже в магазинах. Вкусвилл вообще меня ошарашил свежевыжатым соком, хотя я до сих пор не пойму, Вкусвилл вообще дорогой магаз или нет. Это как раз. Прекрасная тележка, как раз для тебя. Так, молоко. Продают чипсы кукурузные, начес называется. Начес. Начес. А что? Начес. Вспомнили слово начес. Потому что они называются начос. Бабушка. Компенсация фитнеса, питания и коллективного. Ждем вас, нашу команду Начес. работников торговых заказов, кассиров и продавцов-консультантов. Присоединяйтесь к нам. Звони на короткий номер звездочка 7707 или обратись к любому сотруднику магазина и заполни. Вот она меня подставила. Теперь хохочет надо мной. А я же не знала, что это начес. А я думала, начес. Думаю, вспомнили имя, название прически. Доставьте. Давай ставь. Арабская Москва смотрелась экзотично, платежи просто прикладыванием карты, вообще огонь, потому что у нас в Корее надо обязательно расписаться за то, что у тебя снимают деньги. Такой процесс идентификации. Блин, как это хорошо. Это был лучший выбор.
Это все мои наблюдения ради самой себя, конечно. Но вот эта лощеная новая Москва потом уступает место тому, в чем я выросла, тому, что никогда не поменяется. И это хорошо? А этот цветочек? Ну, дедушке неси. Что ты видишь? Это мой. Давай. Да. Ой, Хорошо, хорошо. не смотри, это не надо. Червивые всякие. А я потом ковыряйся буду. Замечательно. Бабушка, дедушка мне лягушку нашли. О, сколько палок! Здесь не бросаешься. Бабушка, смотри, сколько палок! Я супергерой, и я, смотри. Ага. Красно же. На, пусть это самое, мама тебя сфотографирует. Смотри, какой гриб. Вот это подосиновый, настоящий. Иду. Иди. Хорошо. Мама, подосиновик. Подосиновик? Да. Сними меня. Да. Чтобы я... Фотографировал его с подберезовой? Да, да, да. Ой. Осиновик растет. Тут бабушка говорит много осин. Вон они осины. Ей. Солнышко вышло. Да. Да. Вот и не будет дождя, вот точно. Прошел мимо. Только зимой, да. Вот так садишься. Да. Садишься, да, и качаешься, и качаешься.
Тарзанка. Так, держись за веревку. Не так. Ага, вот. Сиди поудобнее, садись, равновесие поднимай, держись. Вот. Держишься? Да. Вот так. Это тебе не на качелях в городе. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Ну, нормально? Нормально. А где у тебя? Привет, вот я с вами в каком виде? Ну, очень красиво. А где бабушка? Горькая калина. Не созревшая, да. Бабушка! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Осторожней, могут и бежать кошки, и старушки перебегать дорогу. Дороги поасфальтированы. И вышли на край деревни, к лесу. Представляете? Почти добрались, мама. Угу. Я хочу Джуну дать максимально понять, что такое Россия, и, умно выражаясь, нагрузить его нашими культурными кодами. Прям с самого первого дня, как только мы приехали в Россию, у нас, во-первых, начались побеги по МФЦ по поводу моего загранпаспорта. И у Джуна прям пошло каждый день, у него куча новых слов, вот, которые я не употребляю в Корее, поскольку мы живем по-другому. И здесь у него пошли все названия этих ягод. Я вижу, как в нем взращиваются эти культурные коды.
А можешь сразу спросить? Yes, будем! Осторожнее, большевик не ударил, а то здесь вокруг большевики. Ай. Бабушка, меня подожди. О, вот, дедушка. Вот. Я чума. Иди. Давай, кто быстрее? Обижали. Ну, я вот здесь, а ты вот здесь. Ну что, снимаешь меня? Что, нельзя? Нагунились. Не, ну как сказать, на огороде у Джуна их нет. О, и шмарчик. В полях. Ну, смотри, шмар. Ну, проведи мне экскурсию по огороду. Экскурсию. Да. Как? Ну, как хочешь. Где что растет, рассказывай. Картошка здесь растет, позировой вот здесь. Так. А здесь, которые ровно походили люди, не растет, картошка там внизу. Вот и. Джуну только исполнилось 5 лет, как мы приехали. Про его билингвизм и наш путь через тернии к звездам я еще расскажу. Отдельной большой темой. Это немного. Помогать? Это разве Вот, много? упала. Давай, собирай. О, хорошо, буду собирать. Так, а это куда нам? Это вот сюда вот. О, червяк. Так, ну-ка отходи. Червячок. Я сейчас все там поковыряюсь. Так, здесь нету. Здесь тоже нету. Так, все, следующий пусть пошел. О, вот и картошка. Подожди. Я тебе помогать. Ну так иди сюда тогда. Вот сюда остановись. Только об себя не вытирай. Да я руки помою потом. О, вот она. Давай. Ой, это плохая. Ой, это плохая. Нет, Это сюда вон нельзя. туда, в ведро бросай. Это вон в то ведро. О, вот ба. Давай сюда. Давай. Давай, тяни яй. Здесь что-то так, наверное. Вот. Давай, здесь. Ты что ж ты так кричишь-то, Джуна? А чё ж не покричать? А где еще кричать-то? А где еще кричат? Конечно, здесь кричат. Дыму. Вот еще вина. Давай. Я-хе-хе, картошечка попалась. Попалась. Вот, еще. Давай, друзья вы мои. Смотри, они все вот на этом вот росли, да, детки? Да. Ну, которые мы создали матросик. Вот еще маленькая, вот еще. Давай, да. One, two. Oh my God. Вот попалась картошка. Не майн год, а боже мой. Вот еще. Вот. Вон еще. Где? Ну давай. Вот.
Димон еще. Не пропускай. Yes. Ой, пропустила. Ты в ведро положи, Джун. Так, это следующий. Ай. Давайте прикажу. Просто переворачивайся. Уже его не было. Я и уже всё. съем. Ну что ты там ела? Одни кости. Не хватает. Ребят, мне, например, прохладно. Да нет. 버섯 엄청 많다. 다들 여기 조그만 거. У меня есть зонт, и я его зонт прижимаю к крапиву. А ее надо держать, зайка. Давай, держи. Ой. 살살살. Не, ты ее за ноги надо. Во. Во какая. Подожди, покажи мне. Ну, отпусти ее. Только туда, на поле. Я здесь же начинала 7 лет. Да, это, конечно, давно. Я в результате мне потом, по крайней мере, здоровье моему ребенку. Ну, мы с ним общаемся, ну, там на полчаса телефон разговариваем. Жалуюсь, ну, чувствую температуру. Садись. Руки поближе, садись немножко поровнее. Ясно. Съела. Съела? Куда же не деваться? Мама, бабушка подорожник съела. Снеговик. О, Молодец, моя золотая. снеговик. Как, ты идешь из нее?
вот так вперед себя, вот так иди маши. Паутину. Внимание. Между деревьями паутина. Вот такой есть реально. Иди сюда. Ух ты! А это что? Это не очень. Это опять, да? Это опенок, да. Топенок один. И крутишь. Вот так? Да. Сюда Все и кладешь. Тут. Где? Который я тебе давал. Пойдем в другую сторону, нормально. Потому что с этой стороны очень плохо обходить. Вот мы прям должны тропинку. Там где-то Бабушка! Ты что? Да я тут нашла что-то. Ну да, сгнивший. Видишь, класс? На тебя Ах, ветку старые, сломал. старые уже сгнили, уже желтые лежат эти козлики. Ой. Их бы пораньше Я бы. борзу. Ловит? Блин, мама, Нужен. вы тогда сорви. Ну, сейчас сорву. Дедушка сорвал мне. Что? Тогда, мама, на тебе один еще. Сломанный? Да? Спасибо. Не сломанный. 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 Спасибо, зайка. Есть это что? Лес. Место, где растет много деревьев. И трава, и грибы, Да. и какашки, вот. Какие какашки? Вот они, какашки. Это не какашки, это земля. Земля такая. Смотри, вот это семена папоротника. Видишь, на обратной стороне на листиках это семена папоротника. Семья. Мгм. Ой. Ой, и у меня тоже есть. Уровень. Я начал такой паровоз был. Ну, Джун, вот ты можешь в него сесть? Нет. Можно было много куда съездить за месяц, но Джун был прикован к дачной жизни, поэтому выбралась я только в Дмитров. Небольшой город к северу от Москвы, основанный в 1154 году. Самой важной достопримечательностью здесь является Кремль, огороженный валом.
А увидев центр города, я сразу была ошарашена, потому что ожидала тоже, что он будет блестючий, стеклянный и бетонный, как Москва. Но, к моему удивлению, центр города – низкие домики на одну семью. Наверное, это было бы то же самое, что из Сеула приехать в Кёнджу, где все тоже такое аутентичное в центре. Тут вот такие вот виды. Вот тут такие вот. А там внутри люди погибшие. Нет, нет. Закрываются. Следующая станция Трудовая. До лавы нарою, а потом мы проверим, какая лава горячая. Глазами, руками, а то твой палец горит и превратится в дым или в пепел. О, правильно. Наконец проверь. Ноги Это ты, вывернули. кто тебе А рассказывал? потом и упал в лаву. Кто тебе о вулкане рассказывал? Мама. Так, ладно. Ты стал намного разговорчивее. Посмелее стал. Молодец. 99, 17, 76. Наговорил. Наговорил. Выше, чем этот. У тебя с этими, с падежами и со всем прочим швах, как говорят. Два веселых гуся, давай 5. А все уже я спела. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. А в лесу-то какие грибы ты собирал? Я видел зайца. О, По дороге бежит. точно. Точно, что ли? Красавчики. Ну что ж, было хорошо. Привыкнуть заново жить дома. Но паспорт получен, и нам пора возвращаться домой.